планет не синий. Британские ученые озадачились тем, как на самом деле выглядят Уран и Нептун, и сделали сенсационное открытие. Они почти одинакового цвета. На фотографиях космических миссий 1980-х Нептун выглядит темно-синим, ну а Уран зеленоватым. Но теперь ученые выяснили, что обе планеты зеленовато-голубые. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Командный пункт армії РФ уничтожен на аеродромі Саки анексованого Крима. Ураження командного пункту – це втрата управління військами. Армия РФ методично обстреливает Купянск и готовит наступление. Насколько оно будет масштабным? 9 суток, которые остались до условной даты начала наступления, явно мало для этого. Ряды политзаключенных растут. В Беларуси задержаны участники известной рок-группы «Нискис». Их уже заставили писать покаянные видео. В 2020 году нашу популярность решили использовать. Друзья, скучала по вам всю неделю своего отсутствия. Надеюсь, что вы заметили, что трудовую вахту новостей все это время вели Алексей и Тимур. Но, наевшись оливье и наслушавшись обстрелов в Киеве, возвращаюсь к трудовым будням. И снова прошу активно ставить лайки и комментировать наши ролики. Для работы команды Нехта это очень важно. Ну а теперь врываемся в новости. Армия РФ ударила по Купянску Харьковской области. Глава областной администрации Синегубов сообщил, что после полуночи по городу били из РСЗО. Во время первого обстрела прилетело по территории лицея. Во время повторного пострадали жилые дома. Из-под завалов достали раненую женщину. Нормально? И утром атака на область повторилась. По Харьковскому району оккупанты ударили ракетами С-300. Также звучали взрывы и в Херсоне. Россияне били по центру города. Накануне в Тегинской общине они уничтожили сельсовет, модульные дома переселенцев и склад с гуманитарной помощью. Есть пострадавшие и раненые от удара. По Херсону враг выпустил 39 снарядов. Российские военные попали по жилым кварталам населенных пунктов области и по сельскохозяйственному предприятию в Херсонском районе. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 получили ранения. Командный пункт армии РФ уничтожен на аэродроме Сааки аннексированного Крыма. Об этом заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Лещук. Он также опубликовал кадры с аэродрома, куда был прилет. Крымские паблики накануне вечером сообщали о взрывах на полуострове. Местные жители пишут в соцсетях, что в районе Евпатории было слышно до 10 взрывов. Также о взрывах сообщали и в Сакском районе. Минобороны РФ не подтверждала удара по аэродрому, впрочем, заявили о перехвате 4 авиаракет и 5 беспилотников. Ураження командного пункту – це втрата управління військами, хоча б на певний період часу. І радіоперехоплення вже підтверджує, що є сумбур в діях, є розгубленість, є розлад, відсутність взаємодії і злагодженості. І це все теж відноситься до втрат боєспроможності ворога. В ближайшие недели Россия может активизировать наступление на Купянск Харьковской области. Армия Шойгу накапливает в соседней Белгородской лучших из худших из своих еще боеспособных частей. Об этом идет речь в отчете Американского института изучения войны. При этом эксперты говорят, что крупного наступления на всей линии Купянск-Лиман не будет. С зимы на весну прошлого года они пробовали наступать на северо-востоке Украины, но ничего из этого не вышло. Также в РФ сейчас недостаточно войск на Харьковском направлении, чтобы начать наступление на Харьков 15 января, как прогнозировало издание «The Telegraph». Теми силами и средствами, которые развернуты противником на Харьковском направлении на данный момент, организовать и провести какие-то наступательные действия возможно только ограниченного тактического масштаба. И то после проведения определенной перегруппировки и существенного усиления группировки войск Белгород. 9 суток, которые остались до условной даты начала наступления, явно мало для этого. По состоянию на данный момент главным предназначением группировки войск противника Белгород, развернутого в направлении на Слобожанский операционный район, является ведение сковывающих действий и недопущение переброски определенных сил и средств ВСУ на другие операционные направления.
Поддержка Украины, укрепление демократии и развитие экономики. Такие основные приоритеты на будущий год ставит перед собой Бельгия, заявил премьер-министр Александр Де Крoo. Страна официально заняла председательство в Евросоюзе. В ближайших планах согласование на саммите ЕС 1 февраля плана финансовой помощи Киеву с 24 по 27 год в размере 50 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала финансовую помощь Украине самым стратегическим из приоритетов бельгийского председательства Совета ЕС. Позвольте мне начать с самого стратегического из приоритетов. Это поддержка для Украины. Мы все были свидетелями недавних жестких авиаударов России по гражданским объектам в Украине. И после исторического решения начать переговоры с Украиной о вступлении, мы должны срочно двигаться вперед в вопросе стабилизации нашей финансовой помощи стране. Комиссия предоставит Европейскому Совету оперативные решения, чтобы гарантировать, что мы сможем договориться украинскому механизму. А перед Бельгией тогда будет стоять ключевая задача – как можно быстрее преобразовать политическое соглашение по механизму через Совет и парламент. Ким Чен Ын посетил завод по производству ракетных установок. Ракеты Хвансон вместе с диктатором рассматривала и его уважаемая дочь, сообщило Центральное телеграфное агентство. Имя девочки пропагандисты все еще не называют. Предполагается, что дочь Ким Чен Ына зовут Ким Джу Э, ей 10 лет. Она может быть вероятной преемницей северокорейского лидера. Тем временем власти США и некоторые эксперты считают, что Россия начала использовать против Украины баллистические ракеты из Северной Кореи. Переговоры о поставках такого оружия шли в минувшем году во время визита в КНДР Шойгу. В воздушных силах Украины информацию об обстрелах северокорейским оружием пока не подтверждают. Наше издание получило из своих источников подтверждение, что речь идет, судя по анализу обломков, о ракете KN-23. Я говорю о западной классификации, потому что ее оригинальное название неизвестно. Это ракета, которая максимально похожа на «Искандер». Она появилась в 2019 году и прошла серию успешных испытаний, которые Северная Корея контролировала дистанционно. Благодаря этому, кстати, известна ее максимальная дальность – 690 километров. Но такие показатели, как вес боевой части, даже геометрия, размеры – это все можно сказать только по фото. KN-23, о которой говорил Белый дом, была применена в конце года в Запорожье, упала в поле, а по информации наших источников, ею били еще и по Харькову. Анализ обломков еще идет, но я уверен, что в ближайшее время появится и официальная информация, когда все будет проанализировано. Кадыров дал заднюю и назвал толстым троллингом свое предложение снять санкции с его семьи и лошадей в обмен на освобождение украинских военнопленных. Предложение США главарь Чечни сделал накануне через бывшего морпеха, а ныне пропагандиста Russia Today Скотта Риттера. Какой-либо официальной реакции на его слова не последовало. Впрочем, заявление Дона вызвало скандал и бурю возмущения Z-блогеров. И вот Дон заявил, что пошутил. Кадыров впервые попал под санкции США в 2017 году, и с тех пор американские власти также наложили ограничения на его жену, детей и мать. Я заведомо знаю, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит. Их интересуют только собственные интересы. Поэтому сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков. Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить. Лукашисты задержали 3 участников известной белорусской рок-группы «Нискис». Об этом похвастались пропагандисты на государственном телевидении. И показали покаянные видео с фронтменом коллектива Александром Ильиным, басистом Сергеем Кульшей и барабанщиком Дмитрием Халявкиным. Одна из песен «Нискис» «Правила» стала символом антилукашенковских протестов 2020 года. Странно, что все 3 участников группы оставались в Беларуси, только один из них покинул страну. Музыканты
музыкантов скрутил вооруженный до зубов ОМОН, словно убийц-рецидивистов в собственных квартирах. Их явно заставили читать методичку с одинаковым покаянным текстом. В 2020 году нашу популярность решили использовать. Нам предложили снять клип на акциях протеста в Минске. На волне эмоций, информационного шума мы согласились. На нас обратила внимание оппозиция, которая где-то в году 2018 проводила концерт в Минске, посвященный столетию БНР, и пригласила нас как одного из участников. Дальше нас приглашали на какие-то музыкальные съемки передач на польском телеканале «Белсат». Этот же канал записывал какие-то наши выступления. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!